Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, и снова шоу «Безос курит». И у нас сегодня в гостях Александр Мара. Саша, привет. Алло, как Привет, слышно? Антон, спасибо за приглашение. Отлично, отлично. Мы сегодня будем говорить, как и анонсировалось из вчерашнего анонса, мы будем говорить о товарах не из Китая, а из Украины. Саша большой специалист в этом вопросе. Но, Саш, ты знаешь, да, что твоя фамилия с белорусского переводится как «мечта»? Ну, Мара, с санскрита она переводится как смерть, так санскрит. что, Слушай, ну то есть да. смерть равно мечта, да? Санскрит – смерть, а с белорусского – это мечта, да? Да, в Индии это богиня смерти, так что я Серьезно? уже к этому Я привык. не знал. Я просто решил загуглить, что означает твоя фамилия, и посмотрел, что с белорусского – это То есть в мечта. любом случае, это Чё? значит, что относиться нужно серьезно ко мне. Да, окей. Говорю, Будем. что не важно, смерть или мечта, в Ну, любом твоя случае что-то важное и серьезное. Отлично. Слушай, ну твоя мечта с Амазоном сбылась, ну в целом, если уж заходя наперед. В целом, да. В целом, да. Да, но Отлично. не так, как я думал. Не так, как ты думал. Хорошо, тогда мы сейчас об этом и поговорим, и о том, как ты думал, и о том, как оно все-таки складывается. Я хочу сказать предварительно, что вы можете задавать любые свои вопросы в комментариях к этому видео, где бы вы его не видели. Я их буду здесь все видеть в своей админ-панели. Вот, и если этот вопрос будет по теме, и он будет интересен, то я его выведу, и Александр на него с удовольствием ответит. Мы выходим в прямом эфире, и абсолютно все бесплатно. У нас, мы когда готовились к этому выпуску, Саша сказал, что есть одна тема, о которой бы я не хотел говорить, но потом сказал, что окей, ты можешь о ней спрашивать. Я решил пойти немножко дальше и сделать немножко более интересно. Если в ближайшие 5 минут, вот как мы только начали эфир, вы зададите какой-то вопрос на ту тему, на которой не очень хочется говорить, то от меня лично вы получите $100 на скидку на любую нашу услугу, и это будет отдельно интересно, потому что эта тема животрепещущая и может быть интересна очень многим. Вот, но пока я начну со своих вопросов. И, Саш, скажи мне, пожалуйста, как ты пришел к украинским товарам, почему не Китай, как тебе эта мысль пришла, и, ну, вообще, это нам, ну, чуть больше расскажи, почему именно Украина, в смысле. Да, рассказываю. Антон, я не буду видеть вопросов никаких, ты сам будешь все Да, задавать, конечно, правильно? и как только я увижу вопросы, я их выведу сюда на экран, и я тебе их буду зачитывать. Хорошо, все, я то есть только с тобой Да, взаимодействую. ты только со мной разговариваешь, да. Значит, хорошо, рассказываю. Когда мы с Игорем решили, с Игорем Кустовым, перевести Sales Hub в такой более спящий режим, то появилось в первую очередь больше свободного времени. И до этого у меня были свои товары, это были китайские товары. Я их продавал, в общем-то, но ну, как любой товар имеет какой-то жизненный цикл. То есть я вижу, что они начали тухнуть, я думаю, надо как-то то ли новое запускать. То есть я там поначалу, я уже 2 года назад было, я, по-моему, за это время запустил порядка 20 или 25, где-то вот так, новых товаров из Китая. И все равно я упирался, то есть в то, что математика мне не нравилась. То есть, во-первых, очень много рисков, которые я не контролирую. Я этого не люблю. То есть в любом бизнесе, которым я занимаюсь, я, как сказал один мой знакомый, Саша, а ты не любишь рисковать. Хотя, знаешь, ну, смотря что считать риском. То есть я люблю риски просчитывать. Если я понимаю, что... То есть если мы говорим про какую-то безрассудность, называем это риском, тогда да, не люблю. Если риск это оправданный какой-то шаг, пусть даже очень дорогой, да, то такие шаги я делал в своей жизни. А здесь я понимаю, что я ничего не контролирую. Тут китайцы пошли куда-то в Новый год, туда-сюда, что-то не доехало. Потом я много раз... Вот уточнение, о каких рисках с Китаем ты сейчас говоришь? Ну, то есть, что ты Да, рассказываю. максимально пугает в этом вопросе? Да не то, что пугает. У меня эти товары взлетели просто не так, как мне хотелось.
Мгм. То есть я себе там поставил какую-то финансовую планку, я уже даже не помню, на те товары, да. Оно Мгм. не достигло, можно было бы ими заниматься, но я так трезво на это посмотрел, что мне не понравилось. Первое, мне не нравится, что я не могу контролировать качество лично. То есть лично, ну, хочется заниматься каким-то не ширпотребом, чем-то интересным, да. Мгм. И чем более сложный товар, тем больше требуется какого-то личного участия. Или даже там посмотрел, ну то есть вплоть самому даже участвовать в упаковке, ну не лично я, имею в виду, что вот, что моя компания, да, там паковала, Мгм. отправляла, потому что Мгм. там проверил инспектор, а потом как-то не так опять разложили. Ну то есть было столько всяких банальных таких ошибок, и я понял, что ну я не могу на это, все равно это будет все время. И Мгм. мне это не нравилось просто. Окей. Но если говорить... Это первое. Окей, давай. Мгм. Второе. Второе. То есть все вот эти, ну ты как бы как-то левой ногой из-за угла все это делаешь, да, то есть я тут, а не там. Мгм. То есть ездить в Китай, как вот многие ездят там, допустим, ну, мне это не очень интересно, потому я люблю все делать так, удаленно, скажем. Ты не любишь путешествовать, я смотрю, да? Не, я люблю очень путешествовать, но чтобы я не люблю путешествовать, что из-за надобности какой-то, что мне надо сейчас все бросить и ехать в Китай. Мне хочется сейчас в Грецию, допустим, поехать. Ну, слушай, я тоже хочу в Грецию, но сейчас что-то все закрыто. Ну Хорошо. вот. Вот именно из-за этого ты пришел к тому, что давай-ка попробуем что-нибудь производить в Украине, Да, да? следующее, мне финансы не нравились тоже. То есть, во-первых, я посмотрел, вот у меня, знаешь, такой личный, я не знаю, может я для себя такой показатель вывел, это отношение чистой прибыли к стоимости активов. То есть, если по-простому, то, допустим, условно зарабатываю я в месяц 10 тысяч долларов. Мгм. А товара у меня, допустим, на складе и везде, не только на складе, вообще там у китайцев предоплат, там, то есть всех видов, как бы вот этих где, Мгм. на 100 тысяч, например. То есть соотношение 10% получается, так? Мгм. Так вот, получается, что чем выше вот это соотношение, я понял, тем для меня интереснее. Почему? Потому что, казалось бы, ты можешь зарабатывать очень много. Можешь там 10, 20, 30, 50 тысяч зарабатывать. Но вот этот твой баланс, количество товаров, количество вложенных денег, оно тоже сильно пропорционально растет. И учитывая все риски, ну вот давай задумаемся. Допустим, там случится с Амазоном может все что угодно. Это, кстати, следующий пункт, который я тоже всегда учитывал, когда работал с Амазоном. Допустим, там забанили мне аккаунт. Ну, куча же людей ходят сейчас, плачут, там, куда все девать, что делать, правильно? Но Мгм. я задумался, смотри, если я зарабатываю десятку в месяц условно, а у меня товары на складе на 100 тысяч, допустим, это 10% соотношения. То есть мне получается, если все загнется, да, то будет съедена 10, ну, годовая прибыль, понял? Ну То есть да. мне нужно год работать, чтобы отдавать себе отчет, что я действительно нахожусь в безопасности, нахожусь в плюсе. Я понял, что меня не устраивает такое соотношение. То есть я вкладываю свои деньги, у меня нету никаких там кредиторов, фондов и так далее. То есть я настроен на бизнес как на дойную корову. То есть я хочу зарабатывать, сразу вынимать деньги из него. Мгм. И я так прикинул, что мне неинтересно, ну, и сейчас я тебе не готов сказать, какой у меня процент, но в принципе Ну, там да, меньше это следующий половины. вопрос. Сколько примерно у тебя от вот этого зарабатываешь от от общей стоимости товара? Ну, вот это действительно интересно. Ну, 10-15, Сейчас, сейчас много, порядка 100%. 100%. Где-то между 50, где-то, ну я сейчас тебе не готов точно сказать, но так навскидку между 50, то есть я вообще забыл про этот показатель, у меня уже закрылся полностью. Где-то Окей. между 50 и 100%. То есть у меня, если я там зарабатываю условно 10 тысяч долларов, то у меня все вот эти расходы, склады и так далее, они будут где-то в районе 10-20 тысяч всего-то. То есть я с Китаем, я не видел такой возможности. Окей. Но это именно как раз благодаря тому, что ты производишь это в Украине, да? В том числе, сейчас, ну, объяснять, да, то есть есть ряд факторов, которые я просто решил. Ну, смотри, первое, когда ты работаешь с Китаем, оно ж едет там морями, океанами, получается,
есть такое как бы, ну, негласное там, допустим, правило, что вот что-то у тебя лежит на Амазоне, что-то у тебя едет, правильно, что-то у тебя делается. Да. Угу. А сейчас этот процесс еще более усложняется, поскольку у тебя еще что-то и на препе должно лежать. Ты знаешь, да, сейчас все вывозят на препы. Остатки. Ну, то есть сейчас это соотношение, оно будет только ухудшаться, логично, да, потому что Amazon хочет как бы выдавить весь шлак со своих варехаузов этих. И получается, что соотношение оно только будет ухудшаться, тебе надо больше изготавливать, чтобы обеспечить бесперебойные поставки. Я этот вопрос решил по-другому. Я изначально подбирал только те товары, которые я могу сразу изготавливать. То есть вот мне нужен шипмент сейчас, да? Угу. Сразу, чтобы изготовление товара занимало у меня неделю, максимум 2. То есть сейчас у меня здесь в Украине, смотри, изготовление занимает примерно неделю, и отправку я делаю только, вот Игоря Лиса прорекламирую, только Игорем Лисом и только экспресс-доставкой. И там товар идет еще где-то, получается, сколько, неделю где-то он идет, да? Максимально короткая от момента... Да, то есть у меня вот этот lead time 2 недели, учитывая изготовление. То есть, и вот это мне дало возможность не держать никаких остатков. Соответственно, отвечая на твой вопрос, понял, это первый из факторов, который улучшил вот этот показатель. А с Китаем, ну, ты никак на это не можешь, потому что у меня ряд процессов здесь завязан на меня лично. То есть я условно делаю там такой полуфабрикат, потом его у себя в офисе мы там доделываем, упаковываем, то есть за счет этого мы больше контроля имеем. Слушай, ну, я не знаю, хочешь отвечай на этот вопрос, хочешь не отвечай, может быть, ну, не знаю, как ты к этому относишься. Я смотрю по Фейсбуку, что ты занимаешься боксом, что ты много бегаешь, соответственно, наверное, у тебя спортивная ниша или какое-нибудь спортивное питание, да? Нет. Нет, не угадал. Был у меня спортивный товар один, он отвратительно продавался, и как раз на карантине, вот когда все начали заниматься дома, он как раз распродался, и все. Понятно. Ну, ты можешь сказать ниша, в которой ты работаешь? Ну, не буду говорить, не могу сказать. Окей, ну, whatever, неважно. Хорошо, тогда скажи мне, пожалуйста, если ты перешел с Китая на Украину именно потому, что можно быстрее производить и, ну, это безопаснее с точки зрения там, качества, проверки качества и так далее. Можно ли сказать, что украинские производители реально могут конкурировать с Китаем, и если да, то в каких нишах? Слушай, Антон, вот ты сказал важный момент, я все-таки добавлю, чтобы зрители понимали. Да. Вот я просто смотрю в Амазоне, там есть вот этот, как он, return report, да, вот причина каждого возврата, да. Вот мы в буквальном смысле, или, допустим, voice of customer, знаешь, да? Да, конечно. То есть мы вот каждый кейс, ну я себе просто не представляю, как это можно с китайцами сделать. Мы каждый кейс делаем такое мини-расследование у себя. Где он пишет, что был такой осин, а там не такой. Или товар там как-то пришел какой-то там поломанный. То есть мы в буквальном смысле у себя в офисе пытаемся это отследить, вот как так произошло, и каждый раз вносим какие-то изменения в процесс. Ну, то есть это невозможно в другом случае сделать. Да. Или у тебя должен быть свой китаец. А я хочу так работать. Вот это была основная причина. Окей, согласен. Так, еще раз, извини, повтори вопрос. Я вернусь, еще раз задам этот вопрос. Скажи мне, могут ли украинские производители конкурировать с китайцами, и если да, то в каких нишах? Для меня это еще неделю назад было что вы мне рассказываете, как могут украинцы конкурировать с китайцами. Ничего плохого не имею против украинцев, я имею в виду просто как география, да? Ну, не могут, ты правильно мыслишь. То есть не могут не только ни украинцы, ни россияне, ни белорусы, никто не может. На то есть ряд факторов. Ну, смотри, то есть тут давай разберемся, что значит конкурировать. Давай возьмем простой показатель себестоимость, да, который каждый здравомыслящий амазонщик будет учитывать, когда делает ресерч. Что туда входит? Туда входит, собственно, производство и доставка, правильно?
Так вот, доставка, она в принципе никогда не будет такой дешевой, потому что мало того, что, ну вот, допустим, я сказал, я экспрессом вожу, это 8 там или сколько долларов за килограмм, это очень дорого. Очень дорого. Но даже если бы я возил морем, это все равно было бы дороже, чем китайцы. Плюс там у китайцев оно все настолько дешево, я как-то читал, что там даже как-то правительство, оно датирует, да, вот этих всех производителей, чтобы как-то, короче, компенсирует им то ли стоимость доставки, то есть что-то такое. Ну, то есть они настроены на то, чтобы все эти продукты отправлять в Америку, потому они будут максимально стараться, чтобы доставка была дешевой, там неважно почему, и потоки большие, и вот я слышал, что какие-то дотации есть. То есть это надо принять, что доставка всегда будет дороже, она не может быть дешевле ни при каких обстоятельствах. Ну и, наверное, еще и объемы, потому что где Украина и где Китай. Да, совершенно верно, конечно. Ну, Китай возит сразу через океан, там через Тихий океан, кораблик, вот он тебе в Калифорнию пришел. Конечно, да. А из Украины как бы куда? Ну, такая себе история. Окей, согласен. Второй фактор – это производство. Да. Ну, давай тоже, я был в Китае, был на фабрике, я смотрел, как это делается, то есть я понимаю, что, ну, практически это невозможно реализовать в таком виде, как это в Китае сделано. То есть у нас нету таких трудовых ресурсов, да, которые бы могли настолько эффективно работать. И, ну, то есть вообще там как бы к людям относятся как к машинам, да, то есть большой объем этих ресурсов, и можно сильно не париться. У нас такое тоже невозможно. И такой продуктивности труда достичь невозможно. Ну, это так, я не экономист, я так просто сел, и вот то, что я видел, сел и размышлял. Следующий момент, вот хорошо, из чего состоит товар? Там человеческие ресурсы и материалы. А вот тут, кстати, уже немножко по-другому, потому что ряд материалов, смотри, ну, большинство вещей, которые мы используем, они тоже импортные. Средства производства в Украине, они импортные. Но все-таки, если мы говорим про какой-то там станок, то, ну, все-таки он амортизируется дольше, да, то есть там есть уже возможность. Можно там бэушные покупать оборудование в Европе, то есть тут есть возможности. А вот материалы, тут, кстати, возможности есть очень хорошие. То есть есть материалы, которые у нас в Украине, в России и в других странах, они дешевле, либо они эксклюзивные. Вот в этот вопрос я в свое время немножко зарылся. Что я увидел? Ну, во-первых, я не знаю, как там в России, у нас в Украине здесь дерево. То есть, в принципе, тут не надо было, я просто сам из Черниговской области, я просто знаю, как там у нас лес пилят, все это возят, причем возят в Турцию, там, куда угодно. То есть это, в принципе, уже мне было понятно, что лес это конкурентный продукт, и если бы это было невыгодно, этого бы не делали. Плюс у китайцев там оно из какого-то бамбука делается в основном, то есть у них нету леса в таких объемах. Если бы они его использовали, они бы его вырубили, скорее всего. Там ты знаешь, что в 2019 году самым крупным поставщиком в Америке, самым крупным поставщиком древесины в США стал Китай. При этом у Китая официально запрещено вырубать лес. Ну вот. Да, то есть все это из России. Ну, может быть, да. Да, и сейчас вот, ну, то есть в нынешних условиях, я сейчас смотрел, сколько что стоит в России, то есть в Америке древесина, с учетом того, что она идет через Китай, дешевле, чем она стоит в России. Ну, в такие дебри я уже не вникал. Да, это как... То есть я понял, что первые все-таки материалы составляют сырье существенную часть себестоимости. Потом я думаю, давай-ка я гляну сырье. Ну, сразу обратил на себя внимание древесина. Потом обратил на себя внимание текстиль, потому что здесь, ну, скажем так, есть варианты всякие тоже, которые у нас производятся на неплохом уровне. И потом я еще обратил внимание на изделия из металла. Все-таки у нас тоже металл свой есть. Ну да. Но единственный минус металла это все-таки вес его. Он становится тяжелым, да. Да. Про вес, кстати, я еще отдельно потом пару слов скажу, учитывая, что я вожу только экспрессом, это тоже существенное ограничение. Ну, да. И последнее, это не совсем такой материал. Я обратил внимание, ну ты знаешь, наверное, вот если ты интересовался там структурой рынка на Etsy, допустим, то
ты видел, что большинство там таких даже не из России, даже не из Беларуси, то, что я вот вижу, я там уж аналитику не знаю, но то, что действительно делается вот в плане одежды там интересное, ну, большинство делается в Украине. Я не знаю почему, как, ну вот. Ну, то есть мы имеем некий актив вот этих хендмейдщиков. Ну да, Я на них тоже хендмейд посмотрел. делают в Украине, да? Ну, то Да, есть, очень много. То есть я не знаю, чем думал Эти, когда запрещал регистрацию. Наверное, уже хватает там. ну, наверное, да. Ну, слушай, очень интересная тема, то есть дерево, одежда, металл и какой-то хендмейд, вот в этом можно посмотреть не на Китай, а на украинских производителей. Да, ну это то, что я только нарыл. То есть я просто говорю, что мне было удобно идти от сырья. Вот так я пошел. Окей. Окей. У нас тут есть парочку вопросов, я выведу на экран, зачитаю. СС, что такое СС, как ты думаешь? В Украине выше, чем в Китае. Экспресс-доставкой $6 минимум, почем же товар продавать? Ну, то есть это в Да, дополнение. ну вот это тот вопрос, который я хочу тебе сейчас, на который я хочу тебе ответить. У меня ограничение, я не работаю с товарами, которые тяжелее 250 грамм. То есть совсем что-то легкое. Да. Ну, чем легче, тем лучше. Ну, это такое. У меня по моей модели, по которой я вообще делаю ресерч, это у меня просто, ну, потолок абсолютный. Угу. Слушай, ну, если доставлять же и типа морем, это же считается объемный вес, и тогда килограммы, неважно, что поролон, что кусок металла. Слушай, это хороший вопрос. Это уже мы как бы больше идем в технологию запуска. То есть я немножко делаю не так. Я не запускаю один товар. Я запускаю ряд похожих товаров. И для меня здесь важно два момента. Первое, я не хочу вкладывать много денег в каждый. То есть я делаю там 50, 100, 150, 200 штук. А второй момент, я не могу себе позволить это делать какими-то морями, поскольку смысл этой модели в чем? Мне же нужно быстро пополнить его. Да, конечно. Ну вот, потому тут я знаю людей, которые возят морем из Украины. И вот Игорь Лис и его компания дают такую возможность. То есть я бы сказал, это мой просто подход. Если кто-то умеет запускать вот именно по классике, да, там 1000, 2, там 3, 5, пожалуйста. То есть доставка морем, она, ну, скажем так, тут обратитесь к Игорю, спросите, там не такая уж большая. Ну вот Саша Хохлов пишет, что доставка с Украины сейчас не дороже Китая по моим данным. Александр Мара, интересно, почему у тебя не так? Не, ну не так, наверное, потому что я же говорю, я морями сильно не углублялся. Я что-то так подумал, посидел, и плюс я сказал, что я быстро пополняю, и все. После этого я периодически думал, а как же мне сэкономить? А может сейчас взять, наделать кучу товаров, да, отправить там контейнер. И вот все равно, я потом считал все связанные с этим риски, а вдруг вот это у меня там будет лежать просто на складе. Ну, в общем, я посчитал, и мне это все равно невыгодно. Если это же типа базовая модель, да, то есть ты сначала первую отправляешь там какую-то небольшую самолетом, экспрессом, одновременно отправляешь кораблем, и пока заканчивается первая, то есть приезжает вторая. Ну, типа такая. Так вот, моя модель, я и последующие тоже отправляю самолетами. Я понял. Ты не любишь рисковать, хотя бокс и риск это, по-моему, понятия несовместимые. Ну, то есть можно же пропустить, нет? В боксе нельзя рисковать. Ты не можешь идти на неоправданный риск. Ну, сразу... И сразу накал. Ну, это я просто очень часто смотрю. Не бывает случайности. Все системно. В ленте появляются просто твои занятия боксом. То есть я смотрю, пропустишь, и все, и я бы ушел уже. Знаешь, ну, то есть, если кто-то более подготовленный, он в любом случае победит. Там нету чудес. Ну, это как с футболом, да? То есть можно было рассчитывать, что Украина пройдет максимально далеко, но с Англией... Да, наверное. Ну, тут как бы шансов уже нет. Еще один вопрос. Еще большая проблема. Украинские производители не умеют делать заказы под ключ. Да, совершенно верно. Не умеют, потому... Я в первую очередь ищу сам товар, а упаковку мы разрабатываем сами, не умеют. То есть, ряд процессов я сам делаю.
То есть вроде бы, ну, это по-моему, наша русско-украинская тема, в принципе, вот все вместе, да, то есть когда мы, там, типа, смарт, умные люди, да, то есть мы можем что-то изобрести классное, но вот подготовить под продажу, то есть упаковка, там вот какая-то вот красота навести, мы это делать не умеем, это вот только американцы, ну и, соответственно, китайцы, потому что я сразу это понял, я начал ресерчить, сразу это понял, как бы, и просто взял это на себя и больше этим вопросом не интересовался. То есть все, меня все устраивает. Но такого, если вы ждете, что вам вот так, как в Китае, все там упакуют, сделают. Ну, есть у меня один такой поставщик, но это просто чудо, это очень большая редкость. Но это именно потому, что еще не дошел уровень сервиса, наверное, да? Ну, то есть еще не понимают, производители еще не понимают важность вот этой вот красивой упаковки, ну и там финальных этапов каких-то, да? Ну так они же почему ее не понимают? Потому что нету еще такого спроса. То есть если бы таких амазончиков там было сейчас миллион, то есть они же работают на внутренний рынок, здесь это не надо. Вот и вся причина. Ну да. Были у нас в детстве игрушки, прибитые к полу, да? Ничего не крутилось, оно было вот... Ну, в общем, я не воюю с этим. Я просто сразу это понял и сразу это решил для себя. Скажи мне, пожалуйста, если, ну, для тех людей, кто нас сейчас смотрит, все-таки мы поговорили про ниши, куда идти, куда бежать в случае, если я хочу вот изменить, ну, или изменить, или начать новое производство товара не в Китае, а в Украине. Как вот ты бы начал это действовать? Ну, если с нуля. Ну, мне, в свою очередь, очень повезла практика, в смысле, была очень полезна практика работы с Etsy. Поскольку в Etsy как раз очень много идей. Просто, ну, нельзя ни в коем случае ставить равно между ресерчами Etsy и Amazon, там абсолютно разные подходы, да? Но вот много идей я набрался оттуда. То есть я понял, ага, как они это делают. А я понял, что они это делают в Украине. И вот, не знаю, могу так ответить на этот вопрос. То есть ты заходил на Etsy, грубо говоря, ты заходил на Etsy, смотрел, о, прикольный товар, давай я подумаю, как его произвести, и заходил с этим товаром на Amazon, да, или нет? Ну, это один из источников был. Одна из идей, которую я взял, потом я ее сильно кастомизировал, но факт в том, что натолкнула меня на это именно Etsy. Именно Etsy. И скажи мне, пожалуйста, такими... Как я понял, если ты запускаешься все-таки экспрессами, то каждый товар у тебя нет таких товаров, которые там продаются 100 штук в день. Ну, то да, есть, совершенно верно. У тебя все-таки в более широкую вариацию, да, то есть каждый товар, и больше товаров, меньше продаж, да? Ну, да, меньше. Совершенно верно. Почему так? Ну, то есть именно исторически так сложилось? Это твой метод или, почему? Это мой метод. Смотри, я понял один чит-код, тот, который я тебе говорил, когда мы готовились к встрече, что я его расскажу. Значит, я понял, что в лоб с китайцами воевать, не получится. Нет никакого в этом смысла. Скорее, этот ресерч, который я делаю при товарах из Украины, это скорее как поиск чит-кодов. То есть поиск того, что китайцам по какой-то причине не то, что они не могут, а им это не интересно. Так вот, я понял, что китайцам не очень интересно делать товары. Это мой опыт, тут можно спорить. Может, в других нишах по-другому. То, что я делаю, то, с чем я работаю, вот у меня так. Им не очень интересно делать товары, такие слегка кастомные. То есть слегка кастомные, это если мы условно, знаешь, там, я не знаю, возьмем новогодние игрушки. Вот у нас, кстати, в Украине есть там фабрика вот этих елочных игрушек, да, допустим. И будем там писать вручную какие-то поздравления, только это не customized, понял? Не так, как в Etsy, то есть я этого не делаю. Я говорю, что вот как ты приходишь в магазин, а там куча брелков, там Саша, Коля, Вася, сердечки, знаешь, висят, там ты там выбираешь какой-то. Вот смотри, я сразу там генерирую идею вот такую, что, допустим, мы берем елочную игрушку, есть некая заготовка, которая уже есть на складе, тебе нужно ее немножко вот
кастомнуть, скажем так. И, допустим, я там подумал, что, а что если я буду писать там поздравления, там, допустим, ну, имена там, допустим, для Джона, там, для Сильвии, для какой-то, для Вани, для Пети, да. И вот я там сделал 50, например, таких кастомных игрушек с разными именами. И вот уже тебе 50 осинов. Производителю, он в принципе может это сделать, ему все равно, у него как бы заготовка, она уже есть, тысячами сделана, да, ему надо только нарисовать вот эти вот имена. Китайцы, вот, китайцы, я так понял, это делать с большим удовольствием не будут. Да, вот в чем чит-код. Смотри, китайцы тебе с удовольствием сделают 1000 игрушек, но они не будут наносить тебе по 50 разных. То есть они будут наносить тебе там чаще всего там этой надписи там, ну, от 1000 штук, например, да? Ну да. Вот, я понял, да, 50 тысяч этих шариков надо, да? Ну, условно. Да, то есть смотри, допустим, ты сделал 100 американских имен, у тебя 100 осинов. Ну, пусть у тебя каждое имя продается, допустим, по 5 штук условно. Вот у тебя уже 500 товаров, 500 продаж в день, 500 ордеров. Но китаец будет по-другому на это смотреть. Он будет смотреть на твой один шарик, на который написано Джон. И будет видеть, это только 5 продаж, понял? Ему это не интересно, потому что если это, ну вот бывает, ты видел такое, часто китайцы там по методу, ну как бы арбитража какого-то, когда они там у себя набираются всякого говна, как бы. Но это не то, там же их 1000 произвели, он там взял 100 штук, понимаешь? Но здесь вот нету такого Джона, его надо сделать, этого Джона, и он не будет его делать, если продашь 5 штук. И здесь очень много возни с упаковкой, потому что тебе надо делать вот эти вот мультиплай осин, то есть не один осин в коробке, понял? Ну да. А много осинов в коробке, а это очень большая работа по упаковке. То есть вот большинство амазончиков, они... И как здесь не ошибиться, да, то есть велик риск. Ну, я не знаю, честно говоря, вот мы так пакуем свои товары, ты понял, да, там есть два режима, один товар на коробку, да, и, ну, я не знаю, никакой китаец там вам, производитель, этого делать не будет, там геморроя выше крыши, то есть надо это все разложить, потом там специальный интерфейс в Амазоне заполнить, и вот если у тебя этих 100 шариков было бы, и ты вот их бы там сделал, допустим, по 10 штук, вот, и отправил, там, да, у тебя была бы большая поставка, но осинов очень много. Ну вот, а китаец, он знает, что он из этих шариков, он будет продавать только Джон, там и что-то еще, те, которые по его критериям нам продаются, ну, что-то из этих осинов-то будет хорошо продаваться, да? И вот он 100 все не возьмет, а возьмет только 5-10 штук. Ну, окей. Слушай, у нас есть вопрос тут, это, кстати, тоже интересно. Что по сертификации в Украине? Я знаю, что очень многие производители там в Китае имеют там ЕПА-сертификаты, да, там на пестициды, там на много чего производитель делает сам. В Украине к этому идут по американской сертификации? Я не знаю, я не работаю с товарами, которые что-либо такое подобное требуют, потому тут я не подскажу. Да, я понял. Это вопрос, значит, к Игорю Лису, да? Да. Мы его уже несколько раз сегодня вспоминали. Я не ищу просто тоже, я не ищу сложных путей. Понятно. Слушай, но и все-таки, мне кажется, еще одно преимущество это особенности менталитета, да, то есть с нашими, ну, то есть с украинцами проще договориться, потому что ты понимаешь, ну, естественно, и ты можешь с ними поговорить на официальном языке, а можешь на матерном языке, и так будет и понимание еще лучше, да? Ну, с китайцами ты так не поговоришь, потому что... знаешь как, я обычно, как я сказал, люблю перестраховываться, я нахожу несколько производителей нужного мне товара. Первые одну-две партии я словам не верю, я смотрю на дела. То есть я первые 2-3 партии заказываю, потом просто выбираю одного. И поверь, пока не приходилось ни с кем ругаться и переходить на... То есть я не ставлю все, не делаю все ставки на какого-то одного непонятного случайного поставщика. Вот и все. Ну окей. Так что со всеми производителями у меня очень хорошие отношения. Ну, то есть я ими точно так же дорожу, как и они мной, я думаю. Ну да. Скажи мне, пожалуйста, все-таки, есть ли какие-то ресурсы сейчас в Украине,
где искать производителей? То есть вот если у тебя возникает какая-то новая идея, куда ты идешь? Ну, на рынок, я не знаю. Как мы сказали, идейник – это Etsy. Ага, ну да. То производительник – это prom.ua. Prom.ua. Это какой-то, ну, я просто не знаю, что это такое. Расскажи, это что? Это какой-то, ну, агрегатор или это коммерческая платформа? Да, но это такой тоже вроде как marketplace. Это как вот этот, как он называется, Shopify. Это типа украинский Shopify, на котором ты можешь, ну только там есть у них свой каталог, а также каждую страничку ты можешь на отдельном домене заточить под свой сайт. Но также есть каталог, в котором ты роешься. И суть в том, что, знаешь, на Prom.ua там, ну, производители сидят, которые, ну вот, если так задуматься, ну по опыту так получилось, я не знаю, просто мне как-то один мой поставщик сказал, говорит, ищи только на Prom.ua. Я говорю, почему? Говорит, там такие низкие цены, и все из регионов там, говорит, я там не могу с ними конкурировать, я не знаю, как они выживают и что они едят там при таких... Ну, я воспользовался его советами. И просто, знаешь, Prom.ua это первый ресурс, куда вот человек, как только он что-то решил производить, там особо сайта не надо, да, он тут достаточно раскручен. И вот у него еще нету каких-то инвестиций в маркетинг, там нету какой-то, скажем так, маркетинговой вот этой надбавки. Это первое место, куда они идут и сразу закидывают свои товары. Потому практика показывает, что там ты всегда можешь найти первые руки, то есть обычно там производители сидят, и они, и люди, которые привыкли заниматься делом, они, ну, знаешь, как говорят в экономике, то есть они привыкли уступать часть прибыли продавцам, сосредоточившись тем самым на своем деле, на производстве. Okay. Ну, то есть это некий такой оптовик типа 1688 в Китае, да? Ну, то есть... Наверное. Вот не Alibaba, который типа везде... Я слышал. А вот типа вот какой-то там внутренний... Ну, да, но ты там можешь одну штуку купить. Ну, это как уже... Там просто каждый выставляет, что он продает. Он может одну продавать штуку, может оптом продавать. Но в основном там производители. Okay. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ты сейчас торгуешь по модели, по PL, правильно? А у тебя есть еще опыт, ты сказал, что ты занимался и дропшиппингом, и холлсейлом, и чем только не занимался. Да. Почему не другие модели, или, ну, то есть, как ты пришел к PL? Ну, знаешь, я же очень давно до этого занимался обучением, то есть инфобизнесом, скажем так. Ну, логично, я это знаю, да. И я это делал очень давно, и ты знаешь, мне это в каком-то смысле уже поднадоело. Ага. И когда мы с Игорем поставили на паузу Sales Hub, то есть я первое решил сосредоточиться на том, чтобы делать просто что-то другое. Вот, ну а что другое? То есть я начал пробовать все модели по Амазону. Начал я с оптом, зарегистрировал компанию, ну, так как понимал, это делал. Значит, заключал договора с брендами, там тучу брендов нашел, позаключал с ними договора, там партии товаров в них закупал. У меня не получилось. Я этим занимался практически полгода, причем достаточно много, чтобы проанализировать причины и понять, что... Ну, я понял, почему у меня это не получается, я понял, что быстро это никак решить не могу. И, в принципе, понял, что финансово эта модель мне тоже не очень нравится. Но это твоя личная история, я так правильно понимаю? Личная, да. То есть я знаю людей, которые очень эффективно работают, но я понял, что есть ряд ограничений моих личных, и я так не могу делать, как они. Я понял. Ну вот, друзья, вы можете еще задать свои вопросы Александру, спросить у него все, что хотите, или потом уже в личных сообщениях после того, как... Следующий это дроп. Да, дроп. Потом я занялся дропом. Дроп это же грех или нет? Ну, как говорил мой знакомый, мы были молоды, как-то зарабатывали как могли. Как могли, да? Крутились как могли, окей. Да, но в дропе у меня были результаты. Ага, дроп из Америки или из Китая? Не, из Америки. Из Америки, окей. Да.
Были результаты, мы достаточно хорошо даже в моменте взлетели, даже я там много аккаунтов, ну не на одном аккаунте мы это делали уже. Потом нас засыпали вот этими A-to-Z клеймами. Ну, в общем, я все понял. Но тут причина даже была не столько в деньгах. Ну, я помню, мне это не по душе. Ну, вот это постоянно сидеть, париться, там постоянно что-то прилетает. Но это особый склад ума нужен. То есть, вот, допустим, знаешь, как сказал один мой друг, говорит, вот мы сидим с тобой, курим кальян, а тебе там каждые 5 минут там капает условно $10. Говорит, вот это классно. То есть я для этого ничего не делаю. А в дропе, ну, у меня, знаешь, не хватает такой, как бы, трезвости ума, такой взвешенности, чтобы на весь этот пиздец, извини за выражение, смотреть. То есть, постоянно что-то прилетело, там, не дошло там. Да, ну, то есть я не отдыхаю. Оптимизм вообще не добавляют, и ты постоянно ходишь между забанят тебя сегодня или тебя забанят завтра. Да, потому, в общем, я как бы с уважением отношусь к дроперам, те, кто продолжают это делать, но я просто закрыл, я говорю, хоть я хотя бы вот эти аккаунты, они уже не такие свежие, но я их продал потом, кстати, достаточно выгодно, и все, и попрощался с этим. Спасибо, всем пока. Да? Слушай, но я не могу не задать этот вопрос, хотя у нас в комментариях никто этот вопрос не задал, я все ждал, когда же кто-нибудь напишет, ну, значит, задам только я. Как у вас сейчас отношения с Игорем, где он и как он, планируете ли вы что-нибудь разморозить или не разморозить? Ну, отношения у нас такие деловые, можно сказать, встречаться мы не встречаемся. То есть мы поставили Sales Hub на паузу, тоже по таким очень, ну, никакого конфликта у нас там не было, по вполне просто устали, да, понятным причинам, да, то есть, ну, то есть это банально стало невыгодно, то есть для меня, если взять вот, ну, любой бизнес, это обмен, если не времени, то, по крайней мере, своих каких-то жизненных, да, там, ресурсов. То есть я просто понял, что для меня этот обмен, ну, невыгоден, да, в тот момент был уже. Ну вот. Затрат было больше, чем возврата. Да, то есть каких-то эмоциональных затрат было больше, ну, то есть вообще, когда ты работаешь с большим количеством людей, с большим количеством клиентов, тут, ну, постоянно вылазит очень много каких-то вопросов, которые нужно решать, да, то есть нужно... Я все-таки привык, ну, те люди, которые я знаю, продолжают работать. То есть это либо такой какой-то, ну, небольшой бизнес, когда есть возможность уделять время с каждым, решать вопросы каждого человека. Либо это такой здоровый пофигизм, да? Ну да, когда уже, ну, хочешь бери, хочешь не бери, да? Да, то есть вот как бы написано там, если тебе что-то не подходит, то вот знаешь, я, наверное, не смог перешагнуть между... То есть я все это делал, ну, как бы держал себя в голове, все эти там трудности, которые возникают. И в какой-то момент просто для меня лично это просто стало достаточно тяжело. Можно было продолжать, не проблема. То есть мы просто сели, посидели, как бы решили... Ну, какого-то простого решения не было продолжать, потому что у нас достаточно четко были распределены обязанности. Там я делал, ну, мы были партнерами, я делал это, он делал то. И, ну, как бы никто не захотел, скажем так, заниматься этим самостоятельно. Потому, ну, если появится какая-то интересная идея, мы с удовольствием ей можем заняться. Просто что, ну, я же тебе сказал, что мне надо было отдохнуть от инфобизнеса просто. Ну, согласен. Инфобизнес все-таки это такая, да. Ну, просто уже сейчас можно по опыту сказать, да, что на той платформе, которую выстроил Sales Hub в свое время, появилось очень много инфобизнесменов, которые сейчас, ну, в каких-то маленьких нишах там занимаются, не будем их называть, да, но тем не менее очень многие выросли именно на Sales Hub и благодаря Sales Hub. За что всем спасибо. Я думаю, что, знаешь, я не сильно ошибусь, если скажу, что прямо или косвенно практически все. Потому что даже те конкуренты, которые учили тех людей,
которые у нас не учились, я знаю точно, что они эту идею почерпнули у нас. Ну, да. Со многими я лично общался, и после этого общения они начали эти проекты делать. Я думаю, что всех современных амазонщиков можно, ну, всех самых известных, опытных там русскоязычных амазонщиков можно разделить на несколько групп. Вы из какой мастер-группы? Ну, то есть я покупал вторую. Кто-то первый, кто-то третий, кто-то там до 8, я не помню. Да, так что Sales Hub можно любить, можно ненавидеть, но в любом случае это начало, да, это то, с чего все началось. И, наверное, знаешь, если бы этого не было, то и нас бы здесь не было сейчас. Ну да, я до сих пор вспоминаю одно из первых интервью Кустова на каком-то там радио киевском, или не помню, где он рассказывал про эту чеснокодавку, что можно поменять с красной на синюю ручку, и вот, черт знает сколько лет назад, типа в детстве. Ну и знаешь, Игорь в свое время принес гениальную просто идею и гениально подал это все. Да. Но надо же понимать, что мы работали не 1 год, и ситуация очень резко и много раз менялась, да. То есть даже я, когда вот Игорь принес эту идею, я же тоже точно так же, как и все остальные, бросился сразу это делать, да. И тогда были, когда любая палка, Амазон был другой. Любая палка, ты вставляешь ее в землю, она растет. Да. Потому и сам подход нужно было менять, и сам продукт нужно было менять, то есть уже спустя там 3-4 года уже нельзя было говорить, что этот бизнес подходит для всех, правильно? Ну да, и мамочки тут это вообще не подходит. Да, если в 15-16 году это могли бы быть мамочки вполне, и были, кстати, то в 18, 19, 20 они уже не подходят к этому. И потому, ну, опять-таки, закрывать на это глаза, ну да, это... Знаешь, инфобизнес, чтобы он был прибыльный, он должен быть массовым. Ага. Ну, как МММ, да? Здесь... Да. Ну, я люблю прибыльные дела, а инфобизнес должен быть для этого массовым. Соответственно, продукт должен быть массовым. И вот, на мой взгляд, вот одна из тоже важных причин, что, на мой взгляд, просто, ну, делать его массовым стало очень сложно. Вот так. Слишком много нюансов, конечно. Да, слишком много нюансов. Да, еще полгода назад работали склейки, а теперь работает, по-моему, только белорусская склейка, и то не факт. Ну, как я называю. Кстати, вопрос на засыпку. Ты занимаешься, не занимаешься, а используешь ли ты какие-то специфичные методы продвижения? А давайте что-нибудь склеим. А ну подожди секунду, я закрою окно, там самолет летает рядом. Окей. Да, хороший вопрос. Кстати, смотри, я не занимаюсь вообще никакой чернухой, абсолютно. То есть у меня действительно есть определенные трудности с набором отзывов в начале. То есть реклама, она достаточно невыгодна в начале, потому инвестиции больше, чем уже потом расходы на рекламу. Но никакие склейки и никакие покупные отзывы я не использую. Это тоже был один из критериев, по которым я искал. Но смотри, действительно интересный момент. У меня есть конкуренты, парочка конкурентов, которые я смотрю, но они ни хрена не делают. То есть у меня уже просто платная реклама, она настроена, ну, до того, ну, то есть я там проштудировал все курсы, там, в общем, ну, я понимаю, что есть еще какие-то там космические технологии, но, то есть уже, знаешь, сделано те вот 80%, даже не 20, которые дают, короче, 80% я понимаю, там уже сделано, то есть там нету такого чего-то, что дало бы очень большой прирост, там конверсия очень большая, и откручиваю я ее в больших объемах. И тем не менее, все равно, вот понимаешь, есть конкуренты, которые не используют этого, и все равно, ну, продажи у них идут лучше. Я не знаю, просто есть такие моменты, Скажи мне тогда, как ты запускаешь товары? То есть, если мы говорим, что у тебя товаров много, то есть это не какое-то построение одного товара, да, там какой-то группы товаров, а у тебя именно вширь. Как ты запускаешь товары, если у тебя нет отзывов?
Ну, то есть вот у меня несколько недель назад была в эфире Кристина Уродзинская, ну, она из Калифорнии. Она говорит, что вот у нее там, она показывает свой реальный товар, там у нее одежда для беременных. Что они делают? Они берут, когда новый товар, они заходят в Инстаграм, находят тех, кто беременный или скоро будет беременный, раздают им товары, ну и вот таким образом запускаются. Как ты их запускаешь, товар, если у тебя их много и ты не клеишь? Смотри, первое, у меня в ресерче я не беру товары, которые не продаются, не имея там десятков отзывов. То есть это один из критериев. Окей. Не, ну это не все, ну просто, если я вижу, что они не будут продаваться, ну естественно я не иду туда. Ага, то есть как можно ниже, чтобы был порог входа. Да. Ну, по-моему, здравый критерий. Ну, конечно, логично, конечно, да. Но все-таки я буду лезть в те ниши, где продаются только товары с большим отзывом, с большим количеством отзывов. Второе, я стараюсь брать как можно более дешевые товары. То есть я максимально беру товары с низкой себестоимостью, с низкой ценой на Амазоне. Ну, опять-таки, это вещи связанные, поскольку чем дешевле цена товара, тем меньше люди парятся о доверии и о количестве этих отзывов. Хотя, конечно, влияние очень большое. То есть у меня есть ниша клиенты, в смысле конкуренты, у которых там 1000 отзывов, 5000, 10 тысяч. Да, они только за счет этого, я вижу, продаются больше. Но, в принципе, а что делать? Теперь, второй момент, который я стараюсь делать, я стараюсь работать с вариациями. То есть, если я, допустим, вот я тебе привел пример с новогодними игрушками, да? Да. Угу. Я их положу в одну вариацию. Если отзывы склеются в этом случае, то как бы that's okay. А бывает у меня склеиваются. Я понимаю, о чем ты говоришь, у меня склеиваются. Сложно сказать, от чего это зависит. Ну, я действительно стараюсь. Может, Amazon, смотрит реально, это товар про то или не про то. Я действительно беру товары максимально похожие, чтобы это было логично все. Ага. И сколько у тебя максимально вариаций на листинге? То есть ты берешь один листинг, и сколько у тебя максимум вариаций? То есть до 20 доходит или все-таки, 2-3? Больше. Не, больше у меня. У меня до 50-80 доходит. Вариаций на листинге? Да. Вот как. Я понял твой секрет. Делай больше вариаций. Я же тебе сам сказал. Берешь, говорю, новогодние игрушки. Я тебе сказал цифру 100. Ложишь их в одну вариацию. Я не сразу догнал, знаешь. Раз ты уже узнал мой секрет, то здесь открываются большие возможности, я понял. Смотри, допустим, прилетел говноотзыв какой-то, да? Да. Ну, вот, предположим, ты запустил Асин. Да, совершенно верно. Я просто взял, разобрал, тот выкинул. Да. А у меня же, допустим, 100 игрушек, и все продаются по 5 штук. Всего 500 продаж. Я беру, один выкидываю, новый перезапускаю. Все. То есть я когда это понял, так это же оно. Ну, это же круто. Ну, да, то есть ты сказал, и у меня сразу сложился какой-то пазл в голове, да, то есть если у тебя... Ну, вообще, конечно, да, то есть отзывы, вот у меня конкуренты, там просто куча говноотзывов, они все заплюсованы, стоят в топе. Причем, знаешь, как обычно, это по классике, то есть действительно клиенты пишут, что товар не соответствует, там прям с фотками, совсем, и все равно оно продается больше. То есть, это, конечно... Ну, да. Послушай, Безос ушел, поэтому, возможно, что-то станет по-другому, может быть, что-то изменится. И ты же знаешь, да, что 70 тысяч человек, по-моему, подписали петицию, чтобы ему не разрешать возврат, когда он полетит сейчас в космос. Я не знаю об этом. Да, то есть всемирная какая-то была акция, типа подписали петицию, чтобы сейчас Безос полетит 20 июля, кажется, он полетит в космос, чтобы его обратно не пускать. Ну, типа... я тебе уже сказал, знаешь, я стараюсь не искать возможности в ситуации, а не пытаться как-то там воевать с Безосом, потому что, надо понимать, что у каждого человека свои возможности, свои ресурсы, и было бы, наивно полагать, что ты можешь как-то существенно влиять на эту машину, правильно? К сожалению, да.
Да, ну, мы можем там фантазировать себе что-то, но если мы хотим зарабатывать, все-таки нужно в первую очередь научиться работать с тем, что есть. Ну да. Саша, спасибо тебе большое, было очень интересно, я узнал для себя много нового, и я думаю, что люди, кто у нас смотрел, нас даже сейчас смотрят больше 40 человек, тоже узнали очень много. Спасибо тебе большое. Это много 40 человек? Сколько обычно смотрят? Ну, как правило, там 40-60 человек постоянно в онлайне. То есть мы выходим одновременно на площадках, это один канал на YouTube и 7 групп в Фейсбуке, и потом мы еще расшириваем нашу запись и смотрим... Да, я хотел лишь напоследок сказать, что никаких услуг я не продаю, консультации не оказываю, а если оказываю, то только просто потому, что мне нравится человек. Спасибо, ты очень позитивный, и желаю тебе успехов и в спорте, и в жизни, и в Амазоне, чтобы все сложилось. Ну а если вам нужна помощь по открытию аккаунтов компаний США, бухгалтерскому обслуживанию, я не знаю, банковских счетов, то вот здесь вот внизу ссылочка, пожалуйста, пишите, звоните, буду рад вам помочь. Если, Саша, будешь в наших краях, в американских, я имею в виду, буду рад с тобой встретиться, лично с тобой познакомиться. Да, буду когда-то. Когда-то будет. Увидимся. Спасибо. Это был шоу «Бизнес курит». Увидимся через неделю. Пока. Спасибо.